И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами наконец-то добрались до основной сюжетки. Сейчас мы находимся в храме огненных великанов, последователей Магран. Вот. И здесь же находится Эотас, с которым нам нужно поговорить. Так... Смотреть алтарь. Ребристая поверхность алтаря отполирована до зеркального блеска. В центре ее проходит желоб. В кольцевом желобе виднеются обгоревшие фрагменты железа, кожи и костей. То, что осталось от предыдущих подношений богине. Ложите ожерелье. Жаровня по обе стороны от алтаря вспыхивают красным пламенем, которое сначала возносится ввысь, а потом стихает. Лава плещет под железной решеткой пола. Вы чувствуете ее жар подошвами. Статуя перед вами оживает, ее металл скрежещет. Так, получается такой огромный лифт, я так понимаю. Над вами возвышается статуя Магран с пылающими глазами, со стиснутым в руках оружием. У подножья статуи стоит прямоугольный железный алтарь. По сторонам от него две пылающие жаровни. В центре алтаря сверкает ожерелье Битактен. Погрузиться в пепельное жрево. С ужасным скрежетом металла пол проваливается под вами футов на 5. Цепи с лязгом натягиваются на изношенных шестернях. Святилище начинает опускаться в чрево. По мере того, как святилище опускается в чрево, вы постепенно видите колоссальное тело Эотаса, его голову, шею и плечи. С такого расстояния бог кажется размером с гору. Он куда больше, чем вы помните. От его тела исходит энергия, изнутри доносятся крики и бормотания душ, чуть не сбивая вас с ног. Ну что ж, поговорим с Эотасом. Ну, с моим ростом кто угодно большим покажется. Приходилось ли тебе видеть что-нибудь настолько грандиозное? Смотри, насколько велик мой бог. Вообще, я вот что-то не помню, разве Зоти поклоняется ему? Хранитель. Не было возможности точно сказать, что ты справишься, но все же во мне достаточно тебя, чтобы понять, у тебя шансов больше, чем у остальных. Кто-нибудь сказал бы, что это из-за силы твоей души. Великие дела легче совершать тем, кто духовно богат. Или величие пришло к тебе от тяжести обязательств, от трудов, хранитель Каэднуа, вестник Бераса, охотник за Эотасом. О, милостивый Хаун, ты на самом деле, то есть я... не может быть. Серафен тихо посмеивается себе под нос. Я вижу тебя, Зоти. Приятная встреча, пусть и при не самых удачных обстоятельствах. Это все взаправду? Хаун, смиренная жрица склоняет колени перед тобой. Скажи мне, чего ты желаешь? Поведай, как мне спасти еще больше потерянных душ, нежели я могу собрать за жизнь. Зоти, раскрасневшись и обливаясь потом, бредет к краю. Фонарь в ее руках трясется, и она едва успевает остановиться, чтобы не упасть. Знаю, тобой движут благородные позывы, но я повторю то, что сказал хранителю. Не тревожься о потерянных душах этого мира. Что же до тебя, хранитель? Как думаешь, почему тебе удалось забраться так далеко? Мне помогали друзья и сопутствовала удача. Без этого у меня бы ничего не получилось. Как и у всех нас. Но тебе пришлось проделать долгий путь ради ответов. О чем же ты спросишь меня, хранитель? У нас есть вопросы, и у меня есть просьба. Я здесь, Хаун. Взгляни, как полон мой фонарь. Я собирала души дни и ночи напролет. Фонарь Зоти дрожит, она сжимает серп так крепко, что у нее побелели пальцы. Она машет руками над головой, чтобы Бог заметил ее. Алос складывает пальцы домиком и улыбается. Малютка Зоти, не хочу показаться надменным, но пусть на этот вопрос лучше ответит хранитель.
Только ему было поручено преследовать меня. Боги бросили его в это пекло. Только с ним я и стану говорить. Как ты исправишь нанесенный тобой урон? Нет, не сейчас, не в этой твоей жизни. Быть может, когда 100 поколений сменится, книги и языки забудут имя Иотаса. Полное искупление, о котором никто не будет знать, вот что оправдает меня. Ты будешь просто ждать, что мы забудем все, что ты сделал? Это твое искупление? Эдер выпрямляется, распрямляя плечи, как он обычно делает, вставая между другом и врагом. Он поднимает голову, чтобы смотреть прямо в глаза своему богу. Как насчет того, чтобы вернуть забранные тобой души? Может, ты извинишься перед своими последователями, в особенности перед теми, что погибли ради тебя? Горячая лава зубов Магран отражается в его глазах, словно он одержим каким-то злобным духом. Ты в долгу перед Хранителем. Ты в долгу перед моим братом Воданом. Ты в долгу перед всеми, кто следовал за тобой. И ты в долгу передо мной. Я никогда тебя ни о чем не просил, но ты бы все равно мне ничего не дал. Мои поступки простыми не искупить. Мои проступки простыми словами не искупить, Эдер. Теперь я это понимаю, и потому я отправился в это путешествие. Но ты здесь для того, чтобы получить ответы, узнать, почему я вернулся, куда я направляюсь. Я буду отвечать тебе или Берасу? После всего, что ты сделал, каждое живое существо на Эоре желает знать причины. Кажется, даже она, чье присутствие сотрясает сердце этой горы, хочет знать. Магран готова пойти на крайние меры, чтобы тебя остановить. Магран боится того, что я сделаю, как боялась того, что я бы сделал в Дирвуде. Но в этот раз все иначе. В этот раз никто на Эоре или в Хель не сможет остановить меня. Пойми, я не хвастаюсь и не бросаю вызова. Это самые откровенные слова, что я могу произнести. Ради тебя или ради Бераса, надеясь удержать тебя от действий, которые навредят остальным. И это говорит тот, кто убил тысячи во время похода из Дирвуда к архипелагу. Да, я пожертвовал жизнями этого поколения ради будущего тех, кто еще не рожден. Прочие боги могут делать подобные жертвы, но они будут напрасны. Я собираюсь заставить богов и смертных наконец-то открыть глаза и посмотреть друг на друга. Даже вся мощь Хельни заставит меня отказаться от этого плана. Похоже, моей сестре это не нравится. Может, ты будешь говорить конкретнее? Что ты собираешься сделать? Я хочу, чтобы боги вернулись к своей первоначальной цели. Чтобы мы позволили смертным поклоняться нам или не обращать внимания на нас. За то, кем мы являемся, а не за то, кем мы притворяемся. Зоти шумно вздыхает, она потрясена и не может ответить. Она смотрит то на вас, то на Иотаса, глаза ее расширены до предела. И что это значит? Ты собираешься рассказать им правду? Эдер отводит взгляд от Иотаса, словно бы задумываясь о возможных результатах. Войдя в Вайдвена, я собирался пролить свет на историю Энгвита. Я хотел показать всем жителям восточных земель машины, которые мы использовали, чтобы создавать себя. Показать то, как мы скрывали свою истинную природу от смертных в течение 1000 лет. Но даже если бы у меня все получилось, мои слова было бы легко отрицать. Вера создает основание, на котором разум строит воображаемую реальность. Порой разум так и не может отказаться от этого основания. Кому-то проще цепляться за воображаемую реальность, чем слушать действительность. Почему так важно, чтобы смертные узнали о происхождении богов от ингвитанцев? Мы начали с мечты о том, что если станем наставниками для смертных, то каждое поколение душ будет становиться сильнее. А если души станут крепнуть, сообщество расти, раскрывая свой потенциал, то и все смертные будут становиться лучше, так мы надеялись. Прошло больше 2000 лет. Сотни поколений родились, жили и умерли. Если мир под нашим руководством стал лучше, то смертные готовы узнать правду. Если же они не стали лучше за это время, то мы потерпели неудачу и должны ответить за это. Пришло время заключить новый завет между богами и смертными.
освещенный светом истины и понимания между нами и вами. Я покину это место и отправлюсь в затерянный город, который Иоанна называет Укаизу. Именно там все души проходят через машины богов в иной мир, чтобы начать следующую жизнь. Это, кстати, интересно. То есть мы Укаизу как бы не нашли, поэтому, видимо, сейчас мы и будем его искать. Потому что мы пытались его найти. Когда я доберусь до этого места, то отыщу наши величественные машины и сокрушу их. Разобью великое колесо, чтобы пламя Хель угасло полностью. Когда мой труд будет окончен, я покину этот мир навсегда. И что получится в итоге? Ты покончишь с правлением богов? Нет, Эдер. Не мне решать, кто из богов сохранит свою власть. Это сделаете вы, смертные. Что? И боги, и смертные полагаются на колесо. Мы зависим от него, потому что души дают нам силу. Смертные надеются на него, чтобы воплотиться в жизни следующих поколений. Если сломать его, мы будем вынуждены увидеть правду. Мы или вместе потерпим неудачу, или будем вместе двигаться дальше. Любой исход лучше того кольца, по которому движемся сейчас. Хаун, постой, пока еще не слишком поздно. Ты должен принять души, которые я для тебя собрала. Жрица протягивает ему свой пульсирующий светом фонарь, ожидая, что Эотас заберет его. Я не могу их забрать. Теперь ты их хранитель, Зоти. Защитница. Ты отвечаешь за них и решаешь их судьбу. И вновь боги ставят тебя в сложное положение, хранитель. Учитывая все сложности, что тебе пришлось преодолеть из-за меня, меньшее, чем я могу тебя отблагодарить, это защитить тебя от гнева, что Магран обрушит на меня. Большое спасибо. Не спеши благодарить. Тебе предстоит тяжелое испытание, хранитель. Не может быть, нас касается сам Хаун. Несмотря ни на что, Зоти взвизгивает. Она дрожит и качается, словно вот-вот упадет в обморок. Серафен поглаживает свою заплетенную бороду, пряча в ней усмешку. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, Эотас, лишь бы не ошибся. Но в любом случае расплачиваться за это будем мы. Все, что я делал, было ради вас. Если мы больше не увидимся, Эдер, пообещай защищать Хранителя. Эотас отводит руку от столпа сияющей адры. Вы видите золотую нить между столпом и спины Титана. Когда пальцы из адры нежно берут вас, вы сначала чувствуете тепло, но потом разум ваш раскалывается на части. Ваше сознание мечется между физическим миром и духовными измерениями тела Эотаса. Ваша душа скитается среди множества заточенного в Эотасе. Когда ваше сияющее обличие проходит мимо, они умоляют вас помочь. Внизу извергается вулкан. Расплавленный камень омывает огромное тело из адры, но не может замедлить его движений. Ратуны спешат наверх, но не могут обогнать лаву, которая пожирает их, поднимаясь все выше. Ваше внимание возвращается к сердцу Эотаса. В глубине движущейся массы душ вы чувствуете свое присутствие, присутствие того фрагмента, что был отнят у вас. В этот раз вы тянетесь к нему так же, как он тянется к вам. Вы наталкиваетесь на что-то в огромном массиве адры. Остальные души затихают на границе вашего сознания. Мы снова вместе. Ты готов снова быть вместе? Да, давно пора. Ты уверен? С момента нашего расставания ты стал кем-то другим. Я же стал собой. Объединившись, мы больше не будем самими собой. Вы рывком возвращаетесь в свое тело, которое по-прежнему находится в руке Эотаса. Вокруг свет, солнечный свет. Вы покинули пепельное чрево, позади рушится жерло вулкана и великая крепость Ратунов. Сквозь толстый слой лавы, покрывающий тело Эотаса, едва видно адру. Тем не менее, он идет дальше. Океана больше нет, вода ушла, осталось только голое дно, сверкающее и беззвучное. Вы находите в себе силы, чтобы повернуть голову. Сквозь трещины в пальцах огромного бога вы видите стену воды, выше Никитаки, выше Эотаса, простирающуюся до самой луны. Она приближается с чудовищным рокотом, с невероятной яростью. Волна обрушивается на Эотаса.
Его огромная ладонь сжимается, защищая вас от воды. Какой-то частью сознания вы слышите крик Ондры. Вы возвращаетесь внутрь его, назад, к себе. Ты по-прежнему тот же хранитель, что вернул изначальные тела души в Дирвуде? Тьма переливается внутри души, пока она ожидает вашего ответа. Да, и я сделаю все возможное, чтобы... Да. Я сделаю все возможное, чтобы спасти эти несчастные души. Хорошо. Тогда будет просто. Вы чувствуете прохладный ветер, морскую воду. Какая-то часть вашего разума привлекает внимание к вашему телу. Эотас стоит среди теперь уже тихого моря, за него беспомощно цепляется огромный кракен. Эотас осторожно опускает вас на палубу корабля. Вы роняете голову, ваше сознание возвращается в Адру, обратно к душе. Некоторые из нас потеряны. От них остались только части и пустота между этими частями. Она навсегда останется с ним. Но кто-то еще остается, и мы должны уйти вместе. Вместе. Душа устремляется навстречу вам, влетает в вас на огромной скорости. Вы выпадаете из Адры, выпадаете из руки Эотаса, выпадаете в свое тело. Вы чувствуете свою кожу, чувствуете тепло Адры, но ничем не можете управлять. Другая душа борется за то, чтобы добраться до поверхности сознания, до тела, но вы оттаскиваете ее обратно. Переплетаясь, вы плывете в бесконечной темноте. Чем больше вы сражаетесь, тем ближе становитесь, пока каждая ваша часть не начинает касаться противника. Собственными глазами, которые где-то очень далеки от вас, вы видите, как Эотас легко подталкивает корабль. Его прикосновение осторожно, но все равно это прикосновение Бога. Корабль рассекает волны, направляясь на юг. Эотас отпускает корабль, выпрямляется, возвышаясь над волнами. Вулканический камень, остывший и исходящий паром, медленно опадает с его тела. Адра остается нетронутой, неповрежденной. Вы смотрите, как он уходит, и, погружаясь в темноту сна, слышите голос. «Расскажи им, что ты видел, Хранитель. Расскажи им, что будет». Ваши глаза закрываются. Часть вашей души так близка к вам в темноте, что вы не сможете отделить ее мысли от своих. Эотас собирается на Укайза? Да. Он хочет остановить колесо? Он хочет остановить колесо. Эотас собирается на Укайза. Он хочет остановить колесо. Слова повторяются в вашем сознании, становляясь бессмысленной мантрой, невольно звучащей внутри. Наконец, слова растворяются и становятся частью темноты, в которой вы видите искру света. Больше вы не чувствуете другой души, не чувствуете той личности, которой вы были до прикосновения Эотаса. Вы плывете навстречу свету. Приближаясь, вы видите, как свет превращается в два размытых сияющих пятна, в два окна. Вы занимаете место за окнами своих глаз, смотрите через них наружу, чувствуете, что ваши губы уже шевелятся, произнося что-то. Вас окружают знакомые запахи и звуки, встревоженные голоса. Вы вновь управляете своим телом, вы открываете рот и делаете глубокий вдох. Чудовищная головная боль перебивает все прочие ощущения. Перед глазами все плывет, а в пересохшем рту стоит едкий привкус. Постепенно окружающее вас помещение начинает обретать отчетливые очертания, и вы слышите отдаленное эхо спорящих голосов. Директор Костол, и мы будем просто ждать? А если он так и не очнется? Хазану Икару. Эти пышные воротники тебе слышать мешают? Если то, что мямлил хранитель, не бред, то Эотас угрожает Укайза. Надо принять меры. Во время краткого затишья вы слышите, как поскрипывают сапоги, нервно прохаживающиеся Хазану Икару. Он лишает силы предавших его богов. Он уничтожит колесо, и они никогда не смогут вернуться. Она качает головой и мрачно, понимающе посмеивается.
Это катастрофа, и мы должны собрать все силы, чтобы положить ей конец. Королева Никаза. Отделить Кахопу от Ангалоа — это величайшее испытание, посланное нам богами, говорю я. Мы должны жить так, чтобы удостоиться права на этот мир, что они создают для нас. Аниказа задумчиво опускает в подбородок на сжатый кулак. Собравшиеся руководители отвлекаются от обсуждения и погружаются в продолжительное задумчивое молчание. Наконец вы собираетесь силами и встаете, все взгляды вызывающие устремлены на вас. Я в порядке, если это кого-то интересует. Ты станешь свидетелем успеха Божьих трудов, пока они еще с тобой не закончили. Алот, мы слышали, как ты говоришь во сне, что-то там о намерении Атаса уничтожить колесо. Наши друзья, что логично, были несколько обеспокоены. Он смущенно оглядывает собравшихся руководителей. Присоединяйся к нашей беседе, говорю я. Вдумчивое обсуждение поможет развеять дым над пепельным чревом. Аниказа приглашает вас, шевельнув раскрытой ладонью. Архипелагу не привыкать к катастрофам. Мы все переживем, если сумеем прийти к взаимовыгодному соглашению во имя общей пользы Экера. Она поочередно оглядывает всех присутствующих. Ради чего еще могли привести нас сюда боги? У нас есть корабли и ресурсы, чтобы повлиять на исход событий. Кастула будет помещение взглядом, приподнимая брови. Нам нужна медь. У Рауатай много кораблей и орудий, но отправить я их смогу лишь в том случае, если... Она умолкает, услышав грохот распахивающейся двери. Из коридора доносится шум, все оборачиваются на звук, Кару тянется к оружию. Грохот приближающихся шагов усиливается, и вскоре в тронный зал вваливается запыхавшийся, обливающийся потом гонец. Он жадно ловит воздух ртом, точно выброшенная на берег рыба. Причал королевы под морской блокадой. Прибывшие требуют переговоров со Змеиным Венцом. Что? Но как же наши корабли? Надо известить всех капитанов. С какой стати моим врагам рисовать мишень прямо у себя на борту? Похоже, меня вздумали подразнить. Аниказа щурится, глядя за дверь. Известите заклинателей вод, чтобы осушили море вокруг флагмана. Я буду вести переговоры на своих условиях. Аниказа начинает подниматься, но гонец успевает ее остановить. Королева, они идут под пиратскими флагами. Принчипи. Капитан Элдис. Так, и что это тут у нас? Из-за открывшейся двери слышен самоуверенный голос. Моряцкий сброд не тратит время на то, чтобы держать охрану Уана на мушке, зато проявляет живой интерес к богатому убранству. Один из пиратов отделяется и идет горделивой походкой. «Прошу прощения, милашка. Похоже, у вас тут вечеринка, на которую меня предпочли не приглашать». Она подмигивает, и Солонет поблескивает на свету, когда Элдис поднимает пистолет над головой. «Вы, расписные бродяги, стали сущим бедствием моих племен. Почему бы мне не развесить вас всех на стенах моего сада?» Аниказа стискивает подлокотники трона, словно готовясь броситься в атаку. «Для начала тебе следовало бы спросить себя, как они вообще здесь очутились?» Она мрачно косится в направлении трона. «Обожаю, когда они грызутся. Но я здесь не для того, чтобы развлекаться и получать удовольствие. Нам надо обсудить, как жарить рыбку покрупнее. Или точнее будет сказать, богов?» Решительный стражник подкрадывается к Элдис сбоку, но капитан Принчипи даже не оглядывается, направляя дуло пистолета охраннику точно в грудь. «Постарайтесь все успокоиться. Обещаю не открывать огонь, если только меня не заставят. И обещание останется в силе до тех пор, пока мы не отчалим из города и не вернемся в открытое море». Она великодушно улыбается. «Стало быть, ставки сделаны?» «Да. Если тебе есть что сказать, пират, советую выкладывать поскорее». «Теперь мы должны терпеть пиратов и прислушиваться к их доводам?» Она скрещивает руки на груди, и деревянная ладонь поскрипывает. «Верно, но...» В прищуренном взгляде, которым она окидывает помещение, читается некоторая кровожадность. «Я здесь потому, что у меня возникли нетерпящие отлагательства вопросы, и дать ответ на них может только наш милый хранитель». «Если хотим добраться до Укайза, нам понадобятся все до единого корабли». «Укайза? Как спятивший бог может быть связан с затерянным золотым городом?»
Она заинтересованно поправляет шляпу стволом пистолета. Эотас отправился туда, чтобы разрушить круг перерождений. Будь я проклята, если это не проясняет суть дела. Но что это означает в отдаленной перспективе? Умершие не смогут уже вернуться? Это возможно, не знаю, все это очень необычно. Звучит как весьма дурное предвестие, но что конкретно это значит для моей души? Видите ли, мне что, в соседней бухте пиратствовать, что в Великом там? Но если я утрачу самоосознание после смерти, то какая разница, что конкретно со мной будет твориться потом? Ач, тебя всегда интересовало только то, что ты можешь пощупать или сожрать. А теперь пришла пора поговорить о том, что может и должно быть сделано. Хранитель, ты лучше других знаешь, какие варианты у нас есть. Мы получим больше ответов, когда доберемся до Укайза. На утраченном Укайзе у Анны заключили договор с богами. На берегах наших предков может случиться что угодно, кивает Аниказа. Это место, говорю я, которого смертные могут достичь, лишь покинув бренную оболочку, и где могут делать то, что анимантам только снится. Надо действовать быстро. Укайза нужно защитить любой ценой. Она глубоко задумывается, черты лица заостряются. Она почесывает щеку пальцами деревянной руки. Наши корабли быстры и хорошо снаряжены. Мы готовы отправиться к ступе Ондры и проверить, открыл ли Атас проход через завесу штормов. Она щурится, оглядывая окружающих. Разумеется, попутные поиски Укайза – отдельный вопрос. Если проведете меня с... Я ощущаю присутствие Атаса у ступы Ондры. Моя душа слышит зов изнутри него. Вот как? Тогда, возможно, ты можешь нас спасти, Алиторн. Она почесывает подбородок, и в глазах ее сверкает заинтересованный огонек. Мы обсуждаем совместный поход к ступе Ондры, но Корона не согласится на план, предполагающий, что хоть один корабль чужаков причалит к берегам Укайза. Когда Аниказа провозглашает это, по помещению покатывается гул приглушенных голосов. Это боги испытывают меня. Тот, кто жаждет пройти через ступу Ондры, должен знать, когда речь заходит о вратах Укайза, у Ана на компромиссы уже не идут. Сейчас не время для ссор из-за территории, в опасности сами наши души. Кажется, я начинаю смекать, в чем дело. Она задумчиво почесывает подбородок стволом. Затем Элдиса поражительно вам улыбается. Пока эти бесхребетные засранцы думают, как перекусать друг друга, мы, в принципе, пройдем сквозь шторма и разграбим Золотой город. Что бы ни искал Эотас в тех руинах, мы найдем это первыми. А затем загоним по высочайшей цене. Как ни пляши, а я займу место в первых рядах, когда буду наблюдать за концом света. Если Уана не могут вернуть наши истоки, значит наш конец уже близок. Боги осудят нас за преклонение перед Укайза. Вы будете охранять его так же тщательно, как сегодня этот дворец? Она бросает многозначительный взгляд на пиратов. Укайза когда-то принадлежал вам, но вы его потеряли, а вот шторма, скрывающие ступу Ондры, тем временем вредят Ирауатай. Алиторн получит нашу помощь в борьбе с Эотасом, но мы не доверим белоручкам будущее нашего государства. Надеюсь, тут Алиторн с нами согласится, она кивает вам. Пойми, обитатели архипелага делятся на два типа. Тех, кто называет это место своим домом с незапамятных времен, и авантюристов. Аниказа мрачно смотрит на собравшихся. Когда Укайза окажется под нашим контролем, Уана восстановит порядок, которого не видели со дней наших прародителей. Она неторопливо кивает, не отводя от вас глаз. Ач, порядок. Вопрос только в том, будет ли это порядок невежества и традиций, или же завоевания. Тайны Укайза могут вознести нас до невиданных высот. От этой мечты я так просто не откажусь. С этими словами Кастол удаляется, широко расправив плечи. Элдис, не прощаясь, кивает своим вооруженным пиратам и исчезает столь же стремительно, как и появилась. Хранители, я говорю, хватит играть в вольнонаемника. Любой из нас может доставить тебя на Укайза, но только один по-настоящему готов тебя поддержать.
Внимательно глядя на вас, Амиказа кивает и жестом приказывает слугам покинуть залу. Поговорим, хранитель, пока у нас есть возможность. И сейчас, наверное, нужно выбрать, найти союзников и подготовить корабль к трудному плаванию. Не сомневаюсь, что разнообразные местные власти захотят привлечь меня к делу поисков Укайза. И если поддержать одну, остальные непременно будут сильно недовольны. Думаю, можно справиться и в одиночку, но непокорный не перенесет такого путешествия без серьезной доработки. Мне понадобятся лучшие корпусы паруса во всей Никитаке. Главный штаб Валианской торговой компании, правительница Уана, руководство королевской компании Архипелага и принципе Сен-Патрена. Блин, не люблю выбирать. Ладно, принц Арухи. Не каждый день в наш порт приходит корабль из зубов Магран, я говорю. Надеюсь, тебя не слишком обожгу? Арухи с явным уважением оглядывает вас с ног до головы. Наши враги спешат на Укайза, забыв о тактике и стратегии. Они в панике. Арухи вздыхает и жестом просит вас говорить. Так. Мы в дворце Каханга. Твое присутствие бесценный дар. Ну, пираты мне точно не нравятся. Королевская компания, точнее не королевская компания, а торговая компания мне тоже не нравится. В принципе, наверное, мне больше всего нравится как раз королева. И Валианская торговая компания, и Королевская компания Архипелага, они все за Адама. Вот, в принципе, понятно. Ну, короче, остается только Лана, по идее. Сюжетная книга у вас в рюкзаке становится теплее. Сожженная книга. Давайте поищем эту книгу. То, что произошло в дворце Канханга, было неприятно наблюдать. Оно доказывает, что смертные нуждаются в твердом руководстве. Когда я снова окажусь среди них, не будет никакой терпимости к подобному хаосу. Власть и общая координация не подлежат обсуждению. Дипломаты обычно очень плохо реагируют на то, что их дверь вышибают пираты. Отдав в принципе место за столом, ты разрушаешь все надежды на порядок в некогда приличном тронном зале. Мои братья и сестры отважно выступили против Атаса, но мне кажется, с вмешательством придется подождать, пока мы не накопим сил. А ты, хранитель, направление определено, Укайза виднеется на горизонте. После всего, что тебе пришлось повидать, неужели ты веришь, что смертные готовы управлять своей судьбой? Или им все же нужна твердая рука? Твердая рука разрушила мой замок, можно было обойтись и без этого. У смертных будет шанс, только дай им время. Время? Хранитель, я богиня и королева не в первую 1000 лет. Ничто не заставило меня усомниться в правильности моих решений и правомощности власти. Найди Атаса, иди за ним к затерянному Укайзу. Если он прислушается к голосу разума, тогда твой наивный оптимизм не будет напрасен. Я не надеюсь, что вахаки склонятся перед правителем из Каханга. Быть может, перемены на архипелаге начинаются быстрее, чем я думала. Как прихотлива удача. Подчиниться законной власти – единственное правильное решение, когда альтернативой является война и смерть. Надеюсь, смертные запомнят этот урок. Если тебе нужны ответы, можешь более не искать, я дам их тебе. Я хочу больше узнать об Укайзе. На пике своей славы Укайза был центром империи, которая охватывала весь континент. Короли и королевы Уана могли бы и дальше распространять свою власть, но мы положили этому конец. Проекту Вознесения требовались 2 чрезвычайно важных ресурса – Сияющая Адра и множество душ.
На Укайзе было и то, и другое. А что там теперь? Город остается памятником иному веку. Пустые здания и затопленные улицы – это корона, в которой осталась единственная драгоценность – механизм перерождения. Укайзе – это город, надгробный камень и память. Это город, надгробный память. Тьфу. Это город, надгробный камень, память и машины. Смертные ведут себя так, словно Укайзе ключ к контролю над архипелагом. Укайзе – истинный север архипелага. Даже Уана, которые давно забыли положение Укайзе, невольно поворачиваются в его сторону, произнося молитву. Последний император хвастался, что ни одна армия не могла взять Укайзе силой, гордость ослепила его. Но это не защитило Укайзе от внутренних врагов. Мы пировали и старались радовать старого правителя, завоевав его доверие так, чтобы включить наши машины. С этого момента и на многие тысячелетия Укайзе принадлежал нам. Значит, ваше возвышение до божественного состояния только отбросило развитие общества назад. Внутри архипелага, да, это было просчитанное решение. Империя Уана не отвечала нашим требованиям к идеальному обществу, линия ее развития тоже. Они пытались, но в их культуре слишком много неблагоприятных элементов. Если Уана хотели показать, что мы ошибаемся, им нужно было восстать из праха прошлого и принять то будущее, что мы начертали. У меня были другие вопросы. Я хочу поговорить о Колесе и вашем становлении богами. Я не могу больше рассказывать смертным, это запрещают наши самые старые правила и ограничения, но твое любопытство я утолю. Перерождение существовало и до вас, зачем нужно вмешиваться? До того, как мы взяли колесо под контроль, перерождение порой происходило с ошибками, не двигалось вперед. Было много опусторожденных, других, еще более страшных пороков души. Контроль позволил нам укрепить души смертных на многие десятилетия. Мы сделали вас мудрее, сильнее, помогли создать общество, которого вы, по нашему мнению, заслуживали. Каждая смена цикла показывала справедливость моих убеждений. Природа порождает хаос, дисциплина порождает совершенство. Как ингвитанцы стали богами? На вершине своей власти мы осознали силу душ. Мы поняли, что их можно связывать, разделять, направлять, подобно течению реки, сковывать вместе. Сковывать оказалось проще всего. Те из нас, что согласились с проектом восхождения, и многие из тех, что отвергли его, были переданы насильственному и ужасному стиранию личности. Когда пыль осела, мы приняли обличие существ из наиболее распространенных на Эоре мифов. Были и другие верования, другие боги, но мы много трудились, стирая их имена из истории. Как именно работает колесо? Большая часть механизма перерождения в пространстве идей там. Ты не увидишь никаких шестерен и рычагов, если мы не сотворим их, чтобы проиллюстрировать идею. Колесо обладает единственным материальным компонентом, который мы создали, чтобы непрерывно направлять ауру туда, через сияющую адру. Ты уже знаешь, где искать Укайзе. До нашего вмешательства поток ауры не имел четкого направления, был непредсказуем. Мы смогли расширить проем, направить поток, дать ему более эффективное русло. Если Атас уничтожит колесо, смертным будет нелегко доверить богам его ремонт. Смертные слишком безответственны, чтобы знать, что пойдет им на пользу. Это отличная возможность заслужить их доверие и разрушить организацию, управляющую ими. Не скажу, что мы когда-то нуждались в их доверии, либо в их любви. Если спасем их, то управление ими станет лишь формальностью. Колесо можно переделать, но для этого нам придется отказаться от старой традиции нейтралитета ради прямого вмешательства. А ты знаешь, что говорят про старые привычки? У меня были и другие вопросы. Расскажи мне о просветленном обществе, которое тебе представлялось. Хочешь узнать больше? Мам, мы это уже рассказывали. Изменилось ли твое мнение о смертных? Ничто, сделанное тобой, не может считаться необратимым. Можешь гордиться хотя бы этим. Войдика скупо кивает. Вы чувствуете, как ее присутствие овевает вас подробно ветром. Плавно отправит мне письмо, когда все будет готово, на случай, если захочу поучаствовать в новом эксперименте. Сейчас она посоветовала мне заглянуть за новым поручением. Так это мы все сделали. Так, ну что ж, давайте, наверное, в королевский дворец Каханга.
Лучшие корпусы паруса во всей Никитаке. Давайте заглянем сначала. Вообще, в принципе, было бы неплохо не выбирать сторону. Поэтому давайте сначала заглянем на причал королевы и поговорим с торговцами. Но вообще, ребята, от эпичности захватывает дух. Вы получили послание, заверенное печатью Валианской торговой компании и выведенное корявым почерком Флауна Эллит. Корявый почерк Флауна Эллит нелегко разобрать, и письмо приходится долго расшифровывать. Хранитель, надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Мы перенастроили приборы и готовы принять еще одну попытку телепортации. Прошу тебя явиться в шпиль, как только позволит время. Похоже, на этот раз все получится. Твоя напарница по открытиям Флауна Эллит. Хорошо. Заглянем туда. Деловой успех как прилив сменяется отливом. Чем могу тебе помочь? Я хочу взглянуть на твои товары. Так, хорошо. Корпус из черного дерева. Вот, смотрите-ка, мы закупились. И нам обновился квест у нас. Корпус из черного дерева у меня, безусловно, он не сделает мой корабль абсолютно неуязвимым, однако значительно облегчит проход через Тупуондру. И паруса. У меня. Так, давайте-ка их поставим. Я так понимаю, что... А, они уже стоят. Нет, не стоят. Давайте поставим их так. Корпус из черного дерева. И паруса из драконьих крыльев. Еще якорь можно взять.
А, хотя подождите. Якорь из живой стали. Плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5. Еще какие-то два различных улучшения. Стандартные фонари. Какие там фонари можно купить у него? Магические фонари есть. Плюс 10% скорость хода. Фонарь с Эйдосом. То же самое. Руль и штурвал из коры скрытни. Ну что ж, максимум всего, что мы могли сделать, уже сделали. Вымпелы. Так, ну в принципе, то есть если я правильно понимаю, то мы можем и не выбирать. А можем просто взять и сами отправиться туда. Найти союзников или подготовить корабль к трудному плаванию. То есть, в принципе, мы подготовили корабль к трудному плаванию, по идее. Лучший корпус и паруса. Это вот все наши паруса. А это наш корабль. Вот фонарики можно видеть. А, подождите, нам на шпиль аниманский надо заглянуть. Так, а где он там находится, я уже забыл. На шпиле прорицателей душ. Так, хорошо. Я не помню, где шпиль, честно говоря. По-моему, в латунной цитадели. Нет. В священных ступенях. По-моему.
давайте с ним поговорим. Литорн, как же ты вовремя? Мы получили воспроизводимые результаты и готовы повторить попытку, если тебя это интересует. Лауна с трудом удается скрывать свое нетерпение, она даже на пятках слегка покачивается. Уверена, что в этот раз все получится? Стремление к определенности – частая ошибка новичков. Мы же предпочитаем мыслить более открыто. Но если серьезно, думаю, мы близки к какому-то открытию. Лауна ободряюще улыбается вам. Все в точности, как и в прошлый раз. Тебе надо сосредоточиться на Салпиадре, и машина усилит твою волю. Давайте, ребят, мы сделаем это, но сделаем это уже в следующей серии, потому что время подходит к концу. Вот, а в следующей серии мы отправимся на шпиль и посмотрим, что из этого получится. В принципе, пока события начали развиваться очень стремительно, и я так подозреваю, что это уже финишная прямая. Посмотрим, что будет. Может быть, даже следующая серия будет последней, увидим. Как вам, ребят, типичность вообще этого? Пишите в комментариях, насколько вам вообще интересен сюжет Пилара. Основной сюжет, я имею в виду. Ну а на сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео, ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал и все такое. До следующих встреч.